Для ягодки необходимо создать форму капельки из фольги. Приблизительно 2 сантиметра, ну, на 1,5. Затем я ее для удобства обтянула тейп-лентой, белой желательно. Развела холодный фарфор с добавлением желтого и капельки красного или пурпурного можно, или краплак. Получился такой светло-персиковый оттенок. Я специально их делаю из фольги, для того, чтобы сама веточка получилась легкая. И в дальнейшем ягодки не опускали всю веточку, всю конструкцию. Если их сделать полностью из холодного фарфора, они получатся тяжелые. Итак, берем, обтягиваем снизу. Основу цвета можно делать ярче, это не настолько принципиально, потому что в любом случае мы будем подкрашивать. Но чтобы не перекрашивать очень много, да, белый цвет, поэтому я сделала небольшой оттенок. Легкими движениями обтягиваем, сильно тонко тоже нежелательно. Прокатываем, выравниваем все. Идеально ровные тоже не стремлюсь делать. Они все разной формы. Теперь смотрите, носик берем и в пальчиках вытягиваем. Маленьким шариком делаем углубление немножечко и в разные стороны самый носик растянули. Можно более крупным теперь создать более широкую часть. И даже немножечко углубить. Она должна получиться где-то 0,5-0,7 миллиметров. Вот видите, какой носик получается. Здесь узко, а здесь расширение. Чтобы зафиксировать и создать сразу определенный рисунок, я это делаю зажигалкой. Поджигаю край. И можно где-то на ягодке. Также эффект поеденности. И немножечко прокрутили. Желательно хотя бы полчаса подождать и после этого делать ножку. Ну, я вам сразу покажу. Беру очень маленькое количество, миниатюрную горошинку. И здесь работаю без клея. Тщательно прижимаю и протягиваю вниз. Ножки можно делать 2-3 сантиметра, но не больше. И прокрутили. Такие ягодки. Для окрашивания. Так, пока поставлю, чтобы она сохла. Для окрашивания я буду использовать желтую. Желательно все-таки краплак фиолетовый. Можно розовый хинокридон. Но немножечко другой оттенок получится. Можно или краплак, или вот краплак фиолетовый у меня в данном случае. Травяную зеленую и фиолетовый хинокридон. Начнем мы со светлых участков. Это
желтым цветом. С любой стороны тонируем сначала желтым, приблизительно до середины. Немножечко растворителя, разбавителя. То есть прокладываем сейчас свет. Следующий оттенок у нас идет или краплак, или вот розовый хинокридон. И заполняем уже оставшуюся часть, там, где нет желтого. И слегка тонируем также на желтый цвет. Много краски не наносим, иначе ягодка будет сохнуть очень долго. Так, тут. И немного на желтый, чтобы получился градиент. Я сделала для примера 2. Теперь можно смешать фиолетовый хинокридон вместе с краплак. Получится такой активный фиолетово-сливовый. И для того, чтобы немного приглушить, капельку желтого. Потому что оттенок у нас должен получиться в общей сложности ягодки такой оранжевато-красный. Теперь по носику этим цветом проходим с плавным градиентом вниз, то есть легкими движениями. И по нижней части ягодки. Также растираем каждый цвет. При необходимости можно добавить или того цвета, где вот провалы получились. Создать плавный градиент. И последняя тонировочка — это фиолетовый хинокридон вместе с травяной зеленой. То есть приглушенно фиолетово-коричневый получается. Надеюсь, вам хорошо виден оттенок. И с противоположной стороны желтого немного наносим цвет по нижней части ягодки и по серединке, так же как и носик. В зависимости от того, какой активности вы хотите ягодку, можно варьировать эти цвета, создавая разные оттенки. Вот здесь у меня более
красная. Сейчас я покажу, как ее сделать. То есть в большей степени я наношу тогда краплак. В сочетании с желтым оттенком. Прям даже где-то по этому цвету. Саму ножку лучше красить после сборки веточку. Вот такие ягодки. Так, еще одну покажу ягодку, которую можно более красноватую сделать. Тогда берется розовый хинокридон в сочетании не с фиолетовым, а с краплак. Так как у меня на кисточке он уже есть, поэтому я добавляю только розовый. И у нас будут получаться ягодки разной степени окрашивания, разной тональности. Видите, более красный. Можно также использовать пурпурную. И тогда здесь добавить совсем немного фиолетового и краплак. Он добавляет одной краски больше или другой, будет меняться оттенок. Здесь можно слегка нанести. И более темным цветом на носике. Вот такие вот. Необходимо дождаться, пока масляные краски полностью высохнут, и тогда сделать сам носик. Вот окрашенные заготовки. Необходимо дождаться, пока они высохнут, доделать определенные детали, собрать веточку, и вот такая вот красота получается.